Приветствуем наших подписчиков и гостей канала Эзотерика для тебя. Друзья, мы вас всех приветствуем в изобилии и достатке. Сегодня в этом видео мы с вами уделим внимание народным приметам на 15 мая. Поговорим о том, что можно делать в этот день, что нельзя делать в этот день и на какие народные приметы обязательно стоит обратить внимание. Далее, друзья, все более подробно в этом видео. 15 мая церковь чтит День памяти перенесения мощей благоверных князей стратотерпцев Бориса и Глеба. Борис и Глеб – один из тех самых первых святых, которых церковь увековечила память. Два брата были русскими князьями, сыновья киевского великого князя Владимира Святославовича. Святой Владимир прославился тем, что в свое время ввел на Руси христианство. Вскоре после смерти своего отца, по легенде, были убиты своим старшим братом Святополком. Сначала их почитали как целителей, но очень скоро Борис и Глеб становятся покровителями русской земли и небесными помощниками русских князей. В честь братьев было построено множество храмов и монастырей. Согласно преданию, подле их мощей стали совершаться чудеса исцеления. Им поклонялись доблестные воины, в поддержку которым они являлись, помогали и подсказывали накануне решающих битв и сражений. Считалось, они и попечителями хлеборобов. Народ так и называл этот день – День Бориса и Глеба. В некоторых местах Старой Руси названия были другие, такие как Соловьиный день, Соловьиный праздник, День кукушки или Соловятник. Святые князья Борис и Глеб очень сильно почитались на Руси. В народе часто была следующая поговорка, что Борис и Глеб сеют хлеб. С этого прекрасного дня уже можно было услышать красивое и мелодичное пение соловьев. Как раз поэтому и день и назвали Соловьиным. Считалось, что после пения соловья можно было начинать посевную вовсю, и люди продолжали упорно засеивать свои поля. Перед посевом очень часто пели тихонько песни или произносили молитву, чтобы урожай был добрый. Как говорили наши предки, дай Бог на всякую долю мне и птицам. Но во время самого сева старались молчать, так как земля в этот период любила тишину. Потихоньку начиналась у людей и высадка кустарников в садах у дома. Примерно до 20 мая высаживали рассаду огурцов и тыквы. Старались сделать небольшие теплицы для них. Этот промежуток времени был идеален для посева данных овощей, и, как говорили наши предки, овощи получались самые отменные. Если у людей не было возможности делать теплицы из подручных средств, то семена высаживали прямо в грунт. В таком случае им нужно было сделать небольшое укрытие для них, дабы огурцы не замерзли. Также сегодня часто высаживали на огородах кабачки, белокочанную, цветную капусту и брокколи. А из более приятного занятия было то, что можно было ходить и собирать на огороде уже спаржу, щавель, салат, редис и лук-порей. Из этих весенних ингредиентов отлично получались салаты, супы и борщи, поэтому народ так их любил и ждал. Светлый и яркий день, если теплое солнце обещало предкам приятный урожай хлеба и частые дожди летом. Говорили, что сколько по количеству дождей будет в мае, столько и урожая соберешь. Наши предки замечали, что перед непогодой соловей часто умолкал или вовсе переставал петь. Ну а когда уже слышали песни пернатых, то это сулило только о богатом урожае. Когда видели соловьев в селе или в огороде, то это был явный признак хорошего состояния земли, воздуха, посадки и окружающей среды в целом. Пение этих птиц можно было отличить от остальных. Они были очень важной составляющей атмосферы поселка, весеннего настроения и состояния людей.
Купцы сегодняшний день отмечали очень бурно. Готовились столы в центре города или на рынках. Люди гуляли и отмечали так называемый Барыш день. Они, не смеясь, называли святого Бориса барышником, а праздник в честь его памяти отмечали в надежде получать в течение всего года только материальную прибыль за их тяжелые старания и огромный труд. К слову о торгашах и празднике, считалось, что сегодня было бы неплохо что-то продать или совершить сделку с выгодой именно для себя. Данная сделка 15 мая сулила очень приятному и успешному году. Торгаши пения соловья расценивали по-своему и говорили, что если птица распелась, то весна пошла на убыток, ну а лето, значит, уже идет на прибыль. Сегодняшний день хоть и связан с торгашами, хорошими продажами и приятными сделками, но будьте все-таки с этим осторожны. Стоит пристально следить за своими вещами, держать свои вещи ближе к себе. В день этого праздника часто ходили воры и старались что-либо украсть, смахлевать при купле-продаже или всячески надурить. Запрещалось раздавать, продавать или дарить сегодня свои личные вещи. Говорили, что осознание того, что они вам еще нужны или пригодятся, через некоторое время придет на следующий день. Не стоило также сегодня грустить и думать о плохом, так как мысли материальные притягивать к себе негатив вовсе не стоит. Поэтому постарайтесь поработать над собой, над своими мыслями и попробуйте создать свою новую реальность, переключить свое внимание на все удивительные, какие-то красивые вещи, которые происходят вокруг вас. Выйдя даже на улицу, вы увидите море красоты, звезды, небо, цветы, дождь. Также ваши уши могут услышать прекрасный шум дождя, пение птиц и звуки текущей воды. И когда вы сможете переключить свое внимание на данные вещи, когда вы научитесь отметать все плохое, то начнете осознавать, что вы живете в прекрасном мире, которое нас радует каждый Божий день. И вы увидите, что начнете чувствовать легкость, любовь и заботу. Именно эти чувства дадут вам возможность и помогут отпустить все негативные мысли. Вечер несет постепенное усиление влияния положительных тенденций. Вы чувствуете себя увереннее, успокаиваетесь, вам становится легче на душе и спокойнее. Вы очень быстро находите общий язык с близкими людьми. А именинниками 15 мая Афанасий, Давид, Глеб, Зоя, Кириак, Михаил, Роман и Федул. Также в этот день не рекомендуется держать кошелек пустым. Также, если вы будете перебирать 15 мая все свои накопления, то в ближайшее время могут появиться большие незапланированные расходы. Также постарайтесь в этот день не раздавать свои вещи. Также в этот день ни в коем случае после заката нельзя пересчитывать деньги, иначе будете бедствовать. Также сегодня нельзя подметать, выметать ссор, выбрасывать из дома мусор. Можете вымести или выбросить финансовую удачу. А вот православная церковь 15 мая категорически запрещает сплетничать, ссориться и жадничать. Кто нарушит такой запрет, ждет тяжелая жизнь. Также, как мы уже сказали, в это время занимались активными посевами и посадками растений. Засевали поля хлебом, также с этого дня было принято сажать огурцы. В старину торговцы активно очень отмечали этот праздник. Они старались устраивать веселье, ярмарки для того, чтобы следующий год для них прошел прибыльно. Также Борису и Глебу в этот день молились об удаче в полевых работах, о хорошем урожае, о здоровье людей и скотины. По лунному календарю, друзья, нас с вами ожидает 14 и 15 лунные дни. Растущая луна в знаке зодиака Скорпион. Сегодня один из самых сильных и мощных дней месяца. Он признан один из самых счастливых. Это время наиболее активных, решительных действий.
С начала этого дня мы вступаем в период, когда можно начинать очень серьезное предприятие. Поэтому не пропустите этот день, он исключительно удачен для старта любого важного дела. Все начатое в эти сутки с блеском удается. Следующего такого шанса придется ждать целый месяц. Энергетический день очень силен, и только от вас будет зависеть правильное распределение энергии этого дня. В любом случае он потребует от вас активности и инициативы. Если сможете найти в себе силу и даже дерзость для решения каких-то вопросов, вы сможете реализовать свой внутренний потенциал, который так долго ждал своего пробуждения. Не бойтесь начинать сегодня новые дела, которые могут казаться бесперспективными, а также не забывайте заканчивать и старые дела, которые ждут от вас логического завершения. Если вы потратите энергию этого дня на какие-то повседневные мелочи и рутинную работу, никакого результата вы не дождетесь. Мало того, в конце дня будете чувствовать себя совершенно разбитым, ничего не добившимся человеком. Только грандиозные проекты и самые масштабные мероприятия должны быть сегодня у вас по плану. В этом случае в конце дня вы почувствуете подъем сил и радость активного и результативного дня. Также обращаем внимание, что этот день весьма богат информацией, причем не только явной, которая лежит на поверхности, но и скрытой, подсознательной. Вы должны уметь уяснить для себя и ту, и другую. Будьте предельно внимательны к каждому слову, сказанному даже невзначай. Все будет иметь значение в ближайшем будущем. И уж тем более не избегайте никаких народных примет и знаков, которые нужно уметь применять ко всем происходящим событиям в вашей жизни. Любой источник информации становится жизненно важным, так что не лишним будет углубиться в чтение содержательных книг. Также сегодняшний день призывает нас к деятельности, к тому, чтобы мы не сбавляли темпов движения, не останавливались на достигнутом, держались выбранного пути и были твердо уверены в грядущем успехе. Также избегайте провести этот особенный день в безделье. Энергетические ресурсы не бездонны, и их застой крайне неблагоприятен. В конце дня устройте себе вечеринку, она пройдет бурно и весело. С уважением отнеситесь к любой информации, даже случайно услышанная фраза или прочитанная строчка в газете, которая неожиданно привлекла ваше внимание, может для вас оказаться полезной. Что же касательно стрижка, то стрижка волос, знаете, что если вы хотите улучшить не только моральное состояние, но и материальное, то визит к мастеру сегодня обязателен. Для того, чтобы привлечь удачу в этот день, достаточно коснуться ножницами волос, а еще лучше сделать стрижку. До похода в салон красоты подготовьтесь. Пожалуйста, полистайте журнал или поищите на страницах интернета актуальные прически на этот сезон. То, что вы для себя подберете, окажется чем-то новым и подходящим. Подруги захотят такую же прическу, но, увы, она идеально будет смотреться только на вас. Окраска и тонировка волос натуральными красителями поспособствует успеху в делах. Сделайте прическу на прямой пробор, чтобы привлечь свежую энергию. И постарайтесь с 15 мая провести этот день активно, реализовывая все задуманное в жизни. Друзья, вот такой у нас с вами день, 15 мая. С вами, как всегда, был канал Эзотерика для тебя. Обязательно подписывайтесь на наш канал, обязательно ставьте лайк этому видео. Подписывайтесь на наш телеграм-канал. Ссылка на телеграм-канал, друзья, в описании к этому видео. Также, друзья, вы сейчас видите на экране два прямоугольника. Это следующие рекомендованные видео для вас. Нажимайте на то видео, которое больше интересное и полезное. Смотрите, друзья, там много полезной, важной, нужной и интересной для вас информации.